действия нынешнего состава Еврокомиссии, по оценке все большего числа и политиков, и юристов, и политологов, существенно превышают те полномочия, которыми формально Еврокомиссия наделена. И началось это еще во время пандемии, как все хорошо вы знаете, с закупкой такого количества вакцин, не соблюдая необходимые требования, включая требование убедиться в качестве соответствующей вакцины. И вот это противостояние, именно против этой бюрократии Виктор Орбан возвышал свой голос. Он никогда не говорил: я требую, чтобы мы все подружились с Россией. Ни разу, никогда. И про 90 миллиардов, которые вот сначала не получилось украсть российские деньги в виде наших государственных резервов, которые арестовали незаконно в Европе. И тогда вот они придумали этот кредит, который не будет обеспечен сворованными российскими резервами. И Орбан же говорил, что я одобрю, присоединюсь к решению, как только Зеленский откроет нефтепровод «Дружба». А Зеленский его так и не открыл до сих пор. И он будет врать, у меня нет сомнений, что нефтепровод поврежден. А сколько Орбану, это уже 2 месяца тянется история, сколько Орбану потребовалось, и Роберту Фиццу тоже, сколько потребовалось времени, чтобы буквально заставить эту Еврокомиссию обратиться любезно к Зеленскому с просьбой разрешить экспертам Еврокомиссии приехать и посмотреть, правда ли нефтепровод «Дружба» поврежден или нет. И это, во-первых, заняло пару-тройку недель, чтобы договориться, а потом их так и не пустили к этому нефтепроводу. Приезжали к нам и многие другие лидеры, и Орбан приезжал, и Фиццо приезжал. Мы никогда не отказываемся от этого. И это отнюдь не означает, что человек, который считает нормальным для руководителя большого или малого государства общаться со своими коллегами, что он должен стать каким-то изгоем, понимаете? Вот президент Трамп, у нас очень много разногласий с нынешней американской администрацией, особенно в том, что касается практически развивающихся дел. И санкции никакие не сняты с байденовских времен, даже собственность дипломатическая не возвращена. И наши компании уже под новые санкции попали. Лукойл, Роснефть, вы знаете, которые уже сама администрация Трампа объявила, не скрывая, что целью является доминирование Соединенных Штатов на мировых рынках энергоносителей. Начали наш разговор с того, что 3 события, но эти 3 события, они все больше и больше обретают глобальное измерение, потому что всем становится понятно, что за каждым из этих событий есть последствия. Последствия, в том числе предполагающие, что кто-то из участников данного события преследует какую-то еще одну цель. Там, где он объявил о борьбе с наркотрафиком, там он хочет нефть. Там, где объявили за защиту прав героического украинского народа, там тоже чего-то хотят уже в сфере безопасности, в сфере долгосрочного сдерживания России, ну и так далее. Да, это сейчас практически в каждом из такого рода заметных процессов глобальное измерение просматривается. Это тоже часть формирования того самого многополярного мира, который будет непростым. Там между этими, во-первых, будет, когда придет пора оформлять этот многополярный мир в какую-то новую ООН или в рамках реформы ООН, там будет такая подспудная, а может быть и не очень подспудная борьба за то, а кто может претендовать на звание полюса, как это вот статус, как он будет оформляться. Постоянно член Совета Безопасности, если остается у нас система ООН, за что мы твердо выступаем, или как-то еще. И потом предстоит, когда де-факто примут, что есть вот группа стран,
которые заслужили того, чтобы иметь какие-то, даже не столько особые права, особую ответственность нести за судьбы мира, тогда, конечно, мы либо будем расширять Совет Безопасности ООН, мы к этому готовы, Россия, либо будут найдены какие-то другие формы. Не хочу никого обижать, я с уважением относился всегда ко всем моим коллегам, и не только из Соединенных Штатов, но и из других стран. Правда, сейчас появляются коллеги, чьих имен-то даже не знаю, потому что бывает из врожденной вежливости напишешь новому министру какого-нибудь государства, там, поздравляю, желаю успехов, после его назначения министром. А они даже могут не ответить. Но это уже новое поколение желающих. Что касается перечисленных вами деятелей, у меня практически со всеми из них были доверительные отношения, честные отношения. Мы могли, по-русски говоря, цапаться на публике в Совете Безопасности, а потом все-таки по-профессиональному отходить в сторону и уже без камер искать пути развязки. Мы воспринимаем позитивно возможность возобновления переговоров в Стамбуле. Это сейчас тема возобновления переговоров не является приоритетом номер один в наших делах. Мы никому переговоры не навязывали. Мы всегда исходили из того, что если партнер готов, то за нами дело не станет. И это все несмотря на очень печальный послужной список наших украинских коллег, с которыми переговоры велись. Стамбул, апрель 2022 года. Мы расстались на июльской, третьей за прошлый год встрече в Стамбуле, оставив украинцам предложение, во-первых, существенно повысить уровень глав делегаций, они знают, о каком уровне шла речь, и создать 3 переговорных группы под эгидой Стамбульского процесса по гуманитарным вопросам, по военным вопросам и по политическим вопросам. Казалось бы, чего конкретнее, тем более, что они сами жаловались, что узкий очень набор тем, нет политики и военных вопросов. Вот они после этого заявили, где-то ждали до ноября, потом сказали, что нас это не интересует. Они гораздо всегда представлять свою позицию как чуть ли не ребята нараспашку, на все готовы. Но почитайте заявление Зеленского, включая многочисленные личные оскорбления, которые никого не смущают, и заявление по сути. А заявление по сути его говорят о том, что ничего нам не отдадут, ничего из того, что сейчас стало Российской Федерацией благодаря волеизъявлению населения на соответствующих территориях, он не признает, что все это будет для него Украиной, и он отдаст свою жизнь, там, остатки своей жизни, чтобы это возвращать Украине. Мы не уходим от переговоров. Когда кто-то созреет, пусть предлагают, мы посмотрим, удобны ли сроки, удобно ли место, которое будет предложено, какая повестка дня. А так, наши цели определены Верховным Главнокомандующим, мы их достигаем.